Сейчас вправляем поясничный отдел позвоночника, вытяжение позвонков, вытягивание. Берем с нижнего грудного и таким движением сантиметра через 2, передвигаясь, вытягиваем запавшие позвонки. Все. Растяжка поясничного отдела. Одна рука на нижних ребрах, другая на крестце. Таз, крестец. И с другой стороны. Точно так же. Покачали, ослабили. Правильно. Вот движение для отправления таза и поясницы. Фиксируются нижние ребра, также поднимается за подвздошную кость вторая рука и делаем такое движение разворотом туловища. Аналогично с другой стороны. За подвздошную кость фиксация нижних ребер. Дальше вправление грудного отдела. Путем фиксация, преднатяжение, и движение должно быть вперед и вовнутрь. Вот так. Расслабься. Вперед и вовнутрь. Здесь плечевой сустав. Фиксация плечевого сустава. Вот рука. Здесь фиксируется в районе верхнего грудного отдела плечевого пояса. Расслабляем, вправляем. Аналогично с другим плечом. Фиксация. Берем плечо, фиксируем вторую руку, верхний грудной отдел и движением разворачиваем, корпусом работаем. Есть еще прием с поясницей, его нельзя делать при гиперлордозе. При остальных вещах, в принципе, можно пробовать делать. Растяжку вот так. То есть на себя, вверх и наискосок немножко. То же самое. Фиксация ягодицы, переход на поясницу. Расслабили. Все. Порядок. Шея работает. Вкладываем голову где-то под 45 градусов. Упор в плечо, вторая выше уха, затылок и выше уха. Раскачиваем, расслабляем, вправляем. Здесь вкладываем голову также. Расслабляем плечо. И также вправляем. Голова должна опуститься на шею. Разворот. Вправление поясничного отдела продолжается. Вкладываем пациента на бок. Упор в плечо. Нога должна быть ровно с поясницей. Фиксируем ногу здесь. Здесь на сгибе в коленном суставе тоже нога. Здесь рука. Таз фиксируем. И слушаем пальцами позвоночник. Все. Дотянули. Вкладываем пациента.
также рука здесь на ягодице, бедро. Раскачиваем, слушаем и растягиваем. Все. Тазобедренный сустав. Фиксация подвздошная кость и коленный сустав. Вот такое движение на раздвижение. Другая нога. Все ровно таз. Встаем. Спиной ко мне. Ручки за голову, замочек. Берем пациента таким образом. Локти опущены, плечи. Вот фиксация моих рук и плечи. Кладем на себя чуть-чуть и поднимая плечи, упор делаем в грудной клетке, в верхнем грудном отделе и делаем вправление. Все. Вот нижний грудной отдел. Ручки за голову, замочек. Также фиксация нижнего грудного отдела. Вытягиваем. Главное ровно позвоночник. Ложись. Вправление шейного отдела. Смотрим, где у нас происходит ограничение подвижности шейного отдела, ограничение подвижности головы. Расслабляем и вправляем. На руке лежит голова, вот затылок. Другая рука, фиксация идет на нижнюю челюсть и за ухом. Послушали, определили область ограничения подвижности и вправили. Вытяжение всего позвоночника. Это упражнение. Можно его выполнять с балластом, когда придерживать нужно ложиться на бедра. Человек кладется балласт. Мы сейчас попросим как раз ассистента проассистировать. Данное вытяжение выполняется для декомпрессии всего позвоночника. Фиксировали шейный отдел. Вот пальцы, как нет. Вот выпрямили шейный, в анатомически правильное положение привели шею, 90 градусов угол, расслабили, покачали и на себя потянули всем телом. Работаем корпусом. Можно фиксировать еще ближе к седьмому шейному позвонку, если в этом есть необходимость. Фиксируем ближе к седьмому шейному позвонку, пятый, шестой позвонок. И также вытягиваем, расслабляем, расслабляем. Хорошо. Все. Встаем. Еще одно упражнение для шеи. На бок. Расслабились. Выше, где ухо, фиксация происходит. И преднатяжение. И укладываем голову. Все в порядке. Нет ограничений. Ограничения сняты, все. Позвонки, значит, все на месте. Все. Ложимся на живот, на локти становимся.
Локти 90 градусов. Вместе соединяются. Ставятся два пальца. Сверху на них ладонь. И протяжка позвоночника. Это можно делать до нижнего грудного отдела. Финиш.